Приветствую всех! С вами Валентина Лыкина. В этом видео мы с вами будем вязать повседневную сумочку, которая подойдет на любой сезон. Размер данной сумки следующий. Ее ширина составляет 24 сантиметра, глубина донышка 14 сантиметров и высота сумки 21 сантиметр. Для сумочки вам потребуется кожаное донышко и клапан. Любой ремешок, он может быть тоже кожаный. Два разъемных кольца диаметром 2-2,5 см. Застежка. Два моточка шнура карамель. Характеристика данной пряжи на вашем экране. Крючок номер 5. И еще один крючок, который хорошо проходит в отверстие заготовок. У меня это номер 4. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступаем к вязанию. Для начала необходимо подготовить клапан и выбрать способ его установки. На моем канале вы найдете целый плейлист полезности при вязании сумок, где есть видео. 3 варианта установки клапана на корпус сумочки. Выбирайте понравившийся способ, и если там присутствует обвязка, выполняйте ее с учетом всех рекомендаций, данных в видео. Только после этого, когда у вас клапан готов, вы переходите на вязание корпуса сумочки для того, чтобы всю оставшуюся пряжу израсходовать на нее. Выполняем обвязку донышка сумки. Заранее необходимо спланировать число прибавок на данной заготовке таким образом, чтобы после выполнения обвязки число петель делилось на число петель раппорта. Раппорт узора, который я буду использовать в этом мастер-классе, состоит из 4 петель. Соответственно, число, которое мы должны получить, должно делиться на 4. Я пересчитала отверстия, которые у меня в этой заготовке. У вас может быть и овальная деталь, и круглая, любая. Мы пересчитываем все отверстия. У меня получилось 48. Я предварительно нанесла разметку маркерами, где выполнила с этой стороны 6 прибавок и 6 прибавок. Всего в первом ряду при обвязке у меня получается 12 прибавок и добавится 12 петель. 48 отверстий, к ним я прибавляю 12 прибавок, и у меня получается число 60. То есть после обвязки я получу 60 петель. И 60 петель делится на 4. Поэтому я оставлю прибавки так, как они у меня распределены. Вы выбираете то количество петель и распределяете вязание таким образом, чтобы у вас сошлись все эти параметры. Число петель делится на число раппорта. После этого нам необходимо отмерить вспомогательную нить около 130 сантиметров для данной заготовки и высоты сумки, для того, чтобы закрывать каждый ряд этой ниточкой. Если вы используете какой-то другой способ закрытия рядов, то можете смело его использовать. Мне просто больше нравится, когда участвует вспомогательная нить. Приступаем к обвязке. Складываем рабочую нить в петельку, таким образом, чтобы в верхней части была вспомогательная нить, в нижней части рабочая. Находим любую точку на любой из сторон, какая вам больше нравится. И крючок выбираем тот, который хорошо проходит в отверстие данной заготовки. Вводим крючок, захватываем петлю, протягиваем через отверстие. Вспомогательную нить откидываем в противоположную сторону.
от той точки, где будем сейчас провязывать. Вытягиваем эту петлю наверх. Эти петли не стягивайте. Захватываем рабочую нить и формируем подъемный столбик. Далее в каждое такое отверстие мы провязываем по столбику без накида. А там, где у нас нанесены маркеры, выполняем прибавки. Следующая точка без маркера, поэтому провязываем одиночный столбик без накида. Вводим крючок в отверстие, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее наверх к рабочей петле на крючке, захватываем рабочую нить и формируем столбик без накида. Далее у нас зафиксирован маркер, мы его убираем и в эту точку формируем прибавку, состоящую из двух столбиков в одно отверстие. Вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем на высоту рабочей петли на крючке, захват рабочей нити, провязываем столбик. Номер 1. Второй формируем в это же отверстие. Вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем, захват рабочей нити, провязываем второй столбик. Так мы выполнили прибавку, состоящую из двух столбиков в одну точку. Далее у нас одиночный, и мы провязываем одиночный столбик без накида. Еще очень важно обращать внимание, когда вы начали вязать, смотрите, чтобы все вот эти столбики здесь лежали плотненько друг к другу. Если слишком большое расстояние, то необходимо увеличить количество прибавок. Помните, что еще необходимо будет подгонять количество петель на выходе, для того, чтобы оно делилось на число раппорта. Я продолжаю вязание, и следующая точка, здесь у меня маркер. Я выполняю такую же прибавку. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее и формирую первый столбик, а затем в эту же точку формирую второй столбик. Прибавка готова. Так мы формируем прибавки в тех точках, где зафиксированы маркеры, а там, где их нет, формируем столбики без накида, довязывая таким образом до конца этого ряда. Довязав до конца ряда, на последнем столбике закрываем этот ряд с помощью вспомогательной нити. Вводим крючок в отверстие последнее, захватываем рабочую нить, вытягиваем, отпускаем рабочую нить и переходим на вспомогательную. Захватываем эту ниточку и полностью протягиваем через все петли на крючке, вытягивая ее. Теперь необходимо между последним и первым столбиком проложить вот такую верхнюю петлю. Мы вводим крючок с изнанки на лицевую сторону между первым и вторым столбиком под верхнюю петлю, состоящую из двух ниточек, между ними. Вот так у вас должно быть. Захватываем вспомогательную нить и полностью протягиваем. Теперь необходимо вернуть эту ниточку в ту точку, откуда она вышла, то есть в эту точку. С изнанки находим дужку, это задняя стенка от столбика, под нее вводим крючок и в центр петли, откуда вышла эта ниточка, таким образом захватывая две нити. Вот так должно выглядеть. Захватываем вспомогательную нить и протягиваем полностью. Таким образом мы закрыли этот ряд, и все последующие закрываются аналогичным способом. Подтягиваем все петли, которые здесь участвовали в формировании закрытия ряда. Вяжем второй ряд корпуса сумочки, меняем крючок на основной, у меня это номер 5. Находим ту точку, где завершили предыдущий ряд. Здесь располагается вспомогательная нить и рабочая. От этой точки поднимаемся наверх, находим петлю верхнюю от столбика, вводим в ее центр крючок таким образом, чтобы захватить только одну крайнюю нить. И крючок направляется как раз в ту точку, где завершено вязание предыдущего ряда. Захватываем рабочую нить и протягиваем через эту петлю. Получили рабочую петлю. Обязательно контролируйте, чтобы эти петли не были у вас перекручены. Захватываем рабочую нить
и провязываем подъемный столбик и первую петлю нашего раппорта. Напомню, что раппорт состоит из 4 петель, и сейчас мы провязываем первую пару, то есть первые 2 петли. 2 столбика за крайнюю стенку от верхней петли за одну ниточку. Первую петлю раппорта я повторюсь, что провязала, вяжем вторую, находим следующую петлю основания, вводим крючок в центр с захватом только одной нити. Захватываем рабочую нить, протягиваем, вытягивая эту петлю к рабочей петле на крючке, захватываем рабочую нить и довязываем столбик без накида. Это вторая петля нашего раппорта. Вяжем третью и четвертую петлю, столбики в раскол. Находим следующую петлю основания первого ряда. Вот он, столбик, в его центр вводим крючок таким образом, чтобы по обе стороны были ниточки, и с изнанки та же картина. По обе стороны ниточки и сверху дужка. Захватываем рабочую нить, протягиваем, вытягивая эту петлю к рабочей петле на крючке, захватываем рабочую нить и формируем столбик без накида. Так я выполнила третью петлю раппорта. Вяжем четвертую точно так же. Нахожу следующий столбик основания, в его центр ввожу крючок, по обе стороны ниточки, с изнанки та же картина. По обе стороны ниточки, сверху дужка. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на высоту рабочей петли на крючке, захватываем рабочую нить и формируем столбик без накида. Так мы выполнили первый раппорт, состоящий из 4 петель. 2 столбика сформировали за крайнюю ниточку от верхней петли, а 2 столбика провязали столбики в раскол. Вяжем следующий раппорт и повторяем все то же самое, что и вязали до. Вяжем 2 столбика за крайнюю стенку от верхней петли. Вводим крючок за одну ниточку, провязываем первый столбик. Первая петля раппорта готова. Вяжем вторую точно так же. За крайнюю ниточку вводим крючок и формируем вторую петлю раппорта. Далее третья, четвертая, 2 столбика в раскол. Находим следующую петлю основания, вводим крючок в центр столбика, захватываем рабочую нить, вытягиваем и формируем столбик без накида. Третья петля готова, вяжем четвертую, точно так же в центр столбика вводим крючок, захватываем рабочую нить и формируем столбик без накида. Второй раппорт тоже готов. По такому же принципу формируем до конца этого ряда. Далее вяжутся 2 столбика за крайнюю ниточку от верхней петли и 2 столбика в раскол в центр столбика предыдущего ряда. В конце ряда рисунок должен сойтись. В моем случае провязан столбик в центр столбика предыдущего ряда, и следующую петлю я формирую то же самое. На последней петле ряда мы закрываем его тем способом, который показала ранее. Еще раз продемонстрирую. В данном случае я должна провязать столбик в центр столбика предыдущего ряда. Я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, отпускаю рабочую нить и перехожу на вспомогательную. Захватываю ее и полностью протягиваю через все петли. Теперь необходимо проложить вот такую же верхнюю петлю между последним и первым столбиком. Нахожу первый столбик и второй столбик. Между ними под верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, ввожу крючок. Захватываю вспомогательную нить и полностью ее протягиваю. Теперь необходимо эту ниточку вернуть в ту точку, откуда она вышла. С изнанки смотрю, где у меня располагается дужка, это задняя стенка от столбика, и ввожу крючок в центр петли, откуда вышла эта нить. Таким образом, с захватом 2 нитей. Подхватываю вспомогательную нить и возвращаю ее в эту же точку.
третий и все последующие ряды вяжутся по одинаковому принципу. Нам необходимо вязать по рисунку. И в тех точках, где в предыдущих рядах мы формировали столбики, в верхней части, в третьем ряду, мы формируем столбики за одну крайнюю ниточку. А в тех точках, где в прошлом ряду формировали за одну ниточку столбики, в верхней части, в третьем ряду, мы формируем столбики протяжки, вводя крючок в основание столбиков второго ряда. Всегда мы находим ту точку, где завершили предыдущий ряд, и находим петлю с лицевой стороны. Здесь у меня столбик без накида, значит в верхней части я должна провязать столбик за одну ниточку. Я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее и провязываю подъемный столбик. Далее вяжем по рисунку. Всегда смотрим на следующие петли. Здесь у меня 2 петли, и это столбики за одну ниточку. Значит, я должна сформировать 2 подряд столбика протяжки. Я нахожу во втором ряду столбик и в основание ввожу крючок под ту же петлю, за которую формировала столбики во втором ряду. В верхней части должен располагаться столбик. Захватываю рабочую нить, вытягиваю наверх эту петлю к рабочей петле на крючке. Контролируйте, чтобы петля на крючке не была у вас перерастянута, иначе появится в полотне отверстие. Захватываем рабочую нить и формируем столбик протяжку. Смотрим на следующую петлю. Здесь нужно провязать такой же столбик протяжку, так как сформирован во втором ряду столбик за одну ниточку. Я ввожу крючок в основание этого столбика, захватываю рабочую нить, вытягиваю захват рабочей нити и формирую столбик протяжку. Перемещаюсь далее. Здесь у меня подряд провязаны столбики, значит в верхней части я должна сформировать столбики за одну нить. Я ввожу крючок, провязываю первый столбик и под следующую петлю за одну ниточку провязываю второй. Далее у меня располагается по рисунку 2 столбика во втором ряду, которые провязывались за одну нить. Значит, в этой области я должна сформировать точно такие же столбики протяжки. Я ввожу крючок в основание этих столбиков. Хочу заметить, что это не в центр столбиков, а в основание, туда, куда я вводила крючок при вязании этих столбиков. То же самое я делаю и в этом ряду. Подхватываю рабочую нить, вытягиваю и формирую столбик протяжку. Следующая петля такая же, и я ее точно так же провязываю. То есть у нас просто повторяется раппорт из 4 петель. Так, мы чередуем до конца этого ряда, следуя рисунку. И далее у меня провязываются 2 столбика за одну крайнюю ниточку. При вязании столбика протяжки необходимо вязать эту петлю свободно, вытягивайте ее наверх и не стягивайте, иначе будут образовываться отверстия. Ряд закрывается всегда на последней петле. Мы обязательно смотрим, что у нас по рисунку. И в данном случае мне необходимо на последней петле сформировать столбик без накида за одну крайнюю ниточку. Закрываем ряд тем способом, который я показывала ранее. Начало ряда выполняется по такому же принципу, как и я показывала ранее. Единственное, когда у вас сложится ситуация, где над столбиком, который вы провязывали за одну ниточку, в верхней части необходимо провязать столбик протяжку. Когда вы нашли эту точку, где завершили вязание, и ввели крючок в основание этого столбика, то он выходит в области, где располагается рабочая нить. Если вы ее подхватываете, то уже рушится конструкция самого столбика в предыдущем ряду. Этого делать не стоит. Можно сместиться в данном случае либо вправо, либо влево. Я смещусь
после этого столбика и ввожу крючок в основание, так как мне здесь необходимо сформировать столбик-протяжку. И подхватываю уже рабочую нить, формируя столбик-протяжку. Все остальное делается одинаковым способом. Вяжите сумку нужной высоты 19-21 ряд приблизительно. Так как плотность у нас у всех разная, и для того, чтобы максимально израсходовать пряжу, необходимо пару раз в процессе вязания взвесить сумку и узнать, какой расход пряжи у вас составляет на один ряд. Я это сделала. У меня на один ряд расход пряжи составляет около 18 грамм шнура карамель. Соответственно, я могу провязать всего 21, что я и сделала. 21 это с учетом обвязки. Обвязка у меня первый ряд, затем второй, третий и так далее. Всего 21. После мы переходим на выполнение обвязки. На моем канале есть плейлист, посвященный обвязке края изделия. Ссылочка будет в описании. Вы можете перейти и выполнить ту обвязку, которая вам больше нравится. Устанавливаем клапан и всю необходимую фурнитуру. Также в эту сумочку можно вшить подкладку. И все необходимые для этого мастер-классы вы найдете на моем канале. Плейлист полезности при вязании сумок. На этом данный мастер-класс завершен. Оцените это видео, подписывайтесь на мой канал и не пропускайте полезные мастер-классы. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!